Богатый директор, человек с холодным умом и выверенными поступками, жил в огромном доме, где каждая мелочь подчинялась порядку. Он привык полагаться только на себя и доверял лишь цифрам и отчетам. После недавнего случая, когда один из слуг оказался вором, он стал особенно подозрительным. Поэтому, когда в дом пришла новая горничная, молодая, застенчивая девушка с тихим голосом и опущенными глазами, он решил устроить ей испытание. В то утро он специально оставил на круглом дубовом столе несколько крупных купюр, как бы случайно забытых после пересчета. В гостиной царил мягкий полумрак, солнце пробивалось сквозь тяжелые шторы, отбрасывая золотые полосы на ковер. Сам директор расположился на диване и притворился спящим, положив руку на подлокотник, будто бы устал от работы. Через некоторое время в комнату вошла горничная. На ней было простое голубое платье и белый фартук, а волосы аккуратно собраны под лентой. Она двигалась осторожно, почти бесшумно, стараясь не потревожить спящего хозяина. Когда ее взгляд упал на деньги, она замерла на секунду, не больше. Но в ее лице не было ни жадности, ни страха. С легким вздохом она собрала купюры, выровняла их, как будто старалась навести порядок не только на столе, но и в самом воздухе комнаты. Затем, открыв массивную книгу с тисненным корешком, аккуратно положила деньги внутрь, чтобы не улетели. После этого она подошла к дивану. Мужчина, все еще спящий, чувствовал ее присутствие, легкое, как дыхание. Девушка тихо накинула на него шерстяной плед, поправила угол, чтобы не дуло от окна, и на мгновение задержалась, словно желая убедиться, что ему удобно. Потом она ушла, мягко прикрыв дверь. Директор открыл глаза лишь тогда, когда комната снова наполнилась тишиной. В груди у него что-то дрогнуло. Он не мог вспомнить, когда в последний раз кто-то проявлял к нему простую человеческую заботу, без расчета, без выгоды. В ее движениях была искренность, которую невозможно сыграть. На следующий день он позвал девушку к себе в кабинет. Без лишних слов он достал конверт с деньгами, премию, гораздо большую, чем она могла ожидать, и подписал приказ о ее постоянном найме. В тот момент он впервые за долгое время улыбнулся по-настоящему и понял, что иногда проверка честности раскрывает не только чужой характер, но и собственное сердце. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.